Всем привет! Меня зовут Аня, и сегодняшнее видео посвящено фан-арту. Не так давно я посмотрела мультик, который покорил мою душу и сердце. Он называется по-разному в переводах: Зоотрополис, Зверополис, но в оригинале он называется Зоотопия. Меня покорило то, насколько детально был проработан мир животных. Особенно тот момент, когда из поезда выходили маленькие хомячки, у них был свой выход. А еще как жирафы пили коктейль. Тот, кто еще не смотрел этот мультик, обязательно посмотрите. Он понравится, кстати, не только детям, но и взрослым. Ну, наверное, в последнее время мультики только так и делают. И, в общем, под всем этим впечатлением я решила нарисовать фан-арт. Честно признаться, для меня это новшество, потому что я не часто рисовала фан-арты, но мне так хотелось каким-то образом выразить свое почтение, что я решила нарисовать главного героя, точнее, одного из главных героев, лиса Ника. А рисовать я буду в своей любимой технике на крафтовой бумаге. Итак, я рисую на кусочке крафтовой бумаги из своего скетчбука. Для наброска я использую красный карандаш фирмы Kohinoor. Люблю я их. Я насмотрелась разных референсов, то есть картинок, и приступаю к рисованию Ника. Сперва я намечаю общую массу будущего персонажика, определяю размер и направление головы, а потом намечаю руки. Я решила, что Ник будет стоять в позе со сложенными накрест руками и будет так коварно смотреть на всех смертных. Постепенно я добавляю все больше и больше деталей, чтобы скетч стал более четким. После того, как я закончила со скетчем, можно приступать к работе цвета. Для заливки я использую оранжевый маркер, промаркер из серии акварельных маркеров. Он немного более жидкий, чем обычный, и я бы не сказала, что это особо удобно в данной ситуации, но у меня другого не было. Я постепенно все закрашиваю, а там, где нужна тень, я прохожусь дважды. Мне кажется, оранжевый отлично сочетается с салатовым. Кстати, да, такое же сочетание цветов я использовала в том спидпейнте, где я рисовала укутанного малыша. Я закрашиваю рубашку салатовым маркером по направлению объема. Галстук я решила не делать ярким, чтобы он не вырывался на передний план. Таким же маркером я нарисовала носик. Работа с маркерами у меня закончилась, и я приступаю к карандашам. Есть у меня такой аппарат, удлинитель карандаша. Дело в том, что я настолько срисовала свои карандашики, что от них остались только такие вот огрызочки. Но выбрасывать все равно их очень жалко, поэтому я пользуюсь этим мундштуком. Коричневым карандашом я прорисовываю объем на лице, а черным добавляю детали. Я аккуратненько рисую глаза, прорабатываю носик и оттеняю ушки. Белой гелькой я рисую глаза и немного блики, а потом еще раз навожу черным карандашом детали. В детстве я не понимала, зачем в наборе есть белый карандаш. А вот теперь пригодился. Я приштриховала внутреннюю поверхность ушка и немножко мордочку. Получился такой нежный, я бы даже сказала, персиковый оттенок. Я переключилась на тело и лапки. Работаю все по той же схеме. Начинаю с контуров, а потом прорабатываю объем, все больше и больше прорисовывая тени. На галстуке я решила добавить полос черным карандашом, и потом ним же я прорисовала детали на одежде. А когда большая часть всей иллюстрации уже нарисована, пришло время прорабатывать мелкие детали, такие как блик на носике и точечки на мордочке. Возможно, там должны были быть усы. Ну, а в итоге у меня получился вот такой вот хитрый лис-жулик. Вот такой вот получился у меня фан-арт. Мне, кстати, очень интересно, знаете, как вы относитесь к фан-арту? Рисуете ли вы сами? Может, вы видели какие-то классные фан-арты? Обязательно напишите мне об этом. А еще обязательно посмотрите мультик, если вы его не видели. А у меня на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока!